Сергей, добрый день. Еще раз здравствуйте. Опять у тебя на кухне так красиво и вкусно пахнет. Что сегодня? Что собираешься делать? Сделаем пирожки ищегетте кесе. Это национальные татарские пирожки с субпродуктами, запеченные в печке. Прям по классическому национальному рецепту. Погнали. Погнали наших городских. Так, для этого вот у нас есть легкое. Так. Мы его сейчас слегка зачистим от пленочек. Порежем, припустим его здесь с водичкой, потому что легкое дольше всего готовится, поэтому на него нужно уделить особое внимание. Это грамотно, это правильно. Дальше. Ну что дальше? А какие куски пленки, вот легкие, какими кусками? Человек снимает пленку, поверхностную пленку, с легкого он снимает. Значит, потом... Спасибо, Сергей, научил ты меня сегодня, значит, потому что я обычно снимал пленку с печени, а вот с легкого не снимал. Пирожки и зубочистки – вещи несовместимые. Значит, пирожок это взял и поел. Это можно, не знаю, там в школе на перемене может пацан скушать пирожок, да? Водитель в дороге там едет где-то, значит, и съел пирожок, там запил из термоса. То есть это то, что можно съесть без приборов, и уж, разумеется, без зубочисток, без вилочек, без там, не ковыряться там начинки. Да. Поэтому в начинке для пирожков все должно быть прекрасно. То есть вот порезал такими, ну, где-то сантиметровыми кубиками, да? Я так правильно понимаю? Все верно, да. Чудесно. Вот она, сковородочка. Давай. Правильно я понимаю, вот этой воды хватит для того, чтобы... конечно. Переварить. Сергей, я думаю, что в Казани ты последний человек, который нуждается в моей помощи. Я думаю, что ты и без меня все бы мог готовить, но тебе я буду помогать с большим удовольствием. Спасибо. Значит, я послежу за сковородочкой. На самом-то деле можно ее и накрыть все быстрее. Та часть, которая в воде, пускай поварится, та часть, которая сверху воды, пускай попарится. Потом откроем, дадим испариться и лук добавим. И все получится очень хорошо. Нарезка, вся нарезка мелких кубиков. Одной луковицы, я думаю, нам будет вполне достаточно. Знаешь, опускай ее сверху, Лех. Пускай лук тоже пропарится, и он потом пожарится равномернее. Пожарится будет гораздо правильнее, получится все. Так, пока у нас это будет все прижариваться, я займусь печенью. С печенью уж точно надо снимать пленку. Я перепутал, печень у нас готовится быстрее, поэтому я сердечки все-таки сначала подготовлю. Запоминаем. Легкие, потом сердечко, потом печень. Но между легкими и сердечком лук. Да. Сергей, вот уже и легкие припущены, и лук уже такой полупрозрачный стал. И вода практически испарилась. Видишь как? Налью масло. Наверное, пару-тройку столовых ложек, не больше. Вот так вот. Да. Вот так. Хотя фарш, собственно говоря, не очень жирный. У нас ведь здесь нет никаких жирных продуктов. Если ты сюда курдюк добавил. Ну да. Поэтому пусть будет. Ну давай, закладывай сердечко. Так, теперь займемся печенью. С нее тоже пленочку надо снять. С хорошей печени пленка снимается хорошо. Вот наверняка люди спросят, что ты подразумеваешь под словом «хорошая печень». Печень хорошая – это в первую очередь охлажденная печень, которую не замораживали. И, ну, и чтобы цвет у нее был ровный, не было пятен, белых краплений и прочих вот таких вот, на первый взгляд, сразу понятных дефектов, да. Так, посмотрим, что у нас. Так, здесь у нас все хорошо. Пока влага у нас осталась, я предлагаю посолить, потому что соль так быстрее разойдется и будет гораздо
Плюс Ну что, все Закладываем. хорошо. Можно и печеночку заложить. у нас влага почти испарилась. Сейчас нам хватит буквально минутки, чтобы все это обжарить. Потому что если мы пережарим, то очень будет невкусно из-за того, что ливер не любит, когда его пересушивают. Нет ничего, как говорится, хуже, чем вкуса пересушенного ливера. Полностью согласен. Все люди, которые вот, бывают такие люди, встречаются, они говорят, я печень не ем. Это в детстве искалечили ребенка. Что будешь еще добавлять в этот замечательный фарш? Черный перец, Так, зелень, добавим- чеснок, что хочешь. Добавлю зелень чеснока и чуть-чуть черного перца. То есть все по О, это классике. будет ароматно. Возьму, значит, от зелени стебли, но не толстые, а чуть потоньше, которые ближе к листочкам. Нарублю. Я думаю, вот этого нам будет достаточно. Мне нравится. Так, Мне пока. нравится, что у нас получается. Это уже очень вкусно пахнет. А сейчас еще чесночок будет, петрушка будет, черный перец будет. Да, ароматы. Хотел божественные. обратить внимание, что очень умеренно чеснока. Чуточку. Вот такой поцелуй от чеснока. Да. Не больше того. Черного перчика не забудь, пожалуйста, Сережа. Да, конечно. Ради меня. Пускай стоит, пускай впитывает в себя обратно сок. Так, дальше будем делать тесто. Вот На это пирожки. другое дело. Вот это задача для настоящего мужчины. Значит, для теста нам понадобится мука, яйца, соль, молоко и сливочное масло. А так просто какое-то хорошее, вкусное, сдобное тесто. А Правильно? я так, понимаю? да, бабушка научила, а мы готовим. А татарские бабушки, это у меня, получается, у тети муж татарин. И так уж вышло, что я к ним часто ездил в гости. И там как раз-таки в деревнях вот именно бабушки меня научили правильно варить бульон по-татарски, класть сахарные косточки в куриный бульон, чтобы он был наваристее. Тебя просто кормили вкусно, да? Очень. Так, а здесь мы сможем чуть-чуть прогреть? Спил. Не сбил, замешал до однородного, да, чтобы проще было замешивать. Давай поставь его на горячее. Да, добавим сюда сливочного масла чуть-чуть. Его растопим. Ну хорошо, вот бабушки-то бабушки. Ну обычно же, да, ну вот ты приходишь в гости, вот я все вот пытаюсь докопаться до твоей, откуда у тебя взялась эта вот любовь к кулинарии. Ты приходишь в гости, пацаны обычно там бегут во двор, значит, там поиграть в футбол, не знаю, там что, собакам хвосты покрутить, еще что-то. Кошку догнать. А Это- ты что, на кухню? Все само собой, но после того, как я догнал кошку, я бегом на кухню, потому что там все самые вкусности. Муки мы, значит, кладем примерно, значит, соотношение к молоку, 200 грамм. Это раз, два, три, четыре, пять, шесть, где-то 15 ложечек. Это так. да. 300-400 грамм. 300-400, да. было. Посмотрите, каким должно получиться тесто по консистенции. Можно увидеть, насколько оно мягкое, насколько оно пластичное. Да, умеет парень с тестом работать. Тут у тебя стоять тесто. Да, ему надо будет минут 20 отдохнуть. Я думаю, 15-20 достаточно. Пленочку. Дорогие друзья, во-первых, мои книги всегда можно купить на сайте stalik.ru. Мы их отлично упаковываем, доставляем. И при желании покупателям я могу поставить какой-то личный автограф. Но еще мои книги можно купить на сайте megamarket.ru. Я внизу дам ссылку обязательно. Почему удобно покупать на сайте Мегамаркет? Во-первых, там сейчас проходит колоссальная акция. 31% кэшбэка. Что это означает? Вы покупаете вот эту шикарную книгу «Плов», либо вот эту шикарную книгу «Казан» за 3950 рублей, а вам начисляется кэшбэк 1225 рублей. Понимаете? Ну, вот посмотрите, просто шикарно. 543 рубля за недорогую книжку «Мангал». Недорогая, но очень полезная. И так далее. Книжка «Сталик Видеобук» никогда не продавалась ни в каких маркетплейсах, а теперь продается на сайте Мегамаркета.
и кэшбэк 1178 рублей. Но это еще не все. Некоторые люди ухитряются покупать мои книги. Знаете, за сколько? Вот посмотрите. Человек купил книжку «Мангал» и заплатил всего лишь навсего 18 рублей. Кто-то купил книжку «Плов» и заплатил 40 рублей. Но вот эти люди, вот они уже получили, доставлено покупателям, здесь написано, вот эти книги уже получили люди. «Счастье кулинара», «Сталик видеобук», «Плов. Кулинарные исследования». Они заплатили, знаете, сколько? 0 рублей. Каким образом? Если вы пользуетесь карточками Сбера, то там начисляются особые бонусы. Сбер спасибо. И многие не знают, как их потратить. Значит, заходите на сайт Мегамаркета, ищите кулинарные книги Сталика Ханкишиева. Потом я вас отдельно хочу попросить. Значит, вот здесь есть возможность выбрать среди продавцов. Выбирайте Сталик Ханкишиев. Значит, почему это необходимо сделать? Дело в том, что очень многие какие-то магазины продолжают торговать моими книгами, но это остатки книг, которые кочевали со склада на склад и неизвестно в каком состоянии. У меня книжечки новые, отлично упакованные. Вы получите и будете очень рады. Итак, по Сбер спасибо можно получить даже бесплатно, либо заплатить столько, сколько вам удобно. Можно получить огромный кэшбэк 31%. И кроме того, шикарный выбор для подарка, да и просто для себя любимого. Так, тесто у нас настоялось, расстоялось. Тесто аж снится, вот такое оно. Да. Вот, Даже с руки в руку переливается. Смотрите, какое. О. к рукам не липнет, как я и сказал, значит, оно уже у нас готово. Отпылим. Раскатаю в колбаску, нарежу на наши порционные кусочки. Думаю, примерно граммов по 30, по 50 сделаем. 50. Да. Это 50. Будем смазывать противень маслом? Да, обязательно. Я это сделаю. Спасибо. Я это сделаю. Спасибо. Лепи, Сергей, пирожки. Так вот. Ну что, с Богом, бисмилlah. Давай. Часть мы поставили в печь. В печи будет это готовиться 7-10 минут, потому что там живой огонь, температура достаточно хорошая. А эта часть у нас не поместилась, мы уберем ее в печку. Там будет это готовиться в духовке. В духовку, да, в домашнюю духовку. Там это будет готовиться минут 12-15. Температура 170-175 градусов. Пирожочки скоро, с минуты на минуту. А помидорчики зачем? Салатик сделаешь? Нет, из помидорчиков сделаем варенье. Чего? Варенье. Томатное варенье. Ну, прекрасно. Все, не надо мне рассказывать, как поваренку. Рецепт томатного варенья. Делай на здоровье. Покажите поближе. Это же должно быть красиво. Можно я загляну, пирожки там проверю? Может, перевернусь? Ты занимайся, я сам. Господи, боже мой. Пока все хорошо. Так, значит, помидорки засыпали сахаром, они дали сок. Теперь мы можем уже включать на томление. Да, и на низком жаре, на томлении, повторюсь, будем затягивать наше варенье.
Так, вот яблоко обрежем. Дольки можно будет съесть, а серединку мы можем положить к помидоркам. Из нее выделится пектин, и наше варенье будет немножко затянуто. Такой, погуще, да? Погуще, да. Это прекрасное сочетание. И яблоко придаст еще своеобразный аромат. Кроме того, Кисло-сладкий, больше сладковатый соус. томатный соус Томатный соус. к пирожку, да? К пирожку и... Я так себе представляю, откусил пирожок, ты берешь, да, это Так, варенье у нас почти доварилось. Почти готово. Весь пектин выделился. как там с пирожками меня волнует? Слушай, варенье вареньем. Варенье это все баловство. Я пирожки и без варенья съем. А вот варенье без пирожков это как-то еда не самая мужская. Так. Маслицем бы смазать их сливочным. Ну ничего, пусть постоят. Пусть чуть-чуть постоят, пусть чуть-чуть станут мягче, потому что из них еще изнутри идет пар. И как там Закончим варенье? с вареньем и с С томатом. вареньем закончим. Мятки бы туда свежие, да? Для этого. Чуть-чуть, чуть-чуть. Размешать? Да. Аромат. Пирожки, помидоры, как с бабушкиной грядки пахнут. Мята, лето, Татарстан, Серега. О, молодец, ты посмотри, какое варенье, посмотри. Значит, Сергей, говоришь, никогда не работал с живой печью, с дровами? Нет, Премьера у тебя? премьера. Ну, поздравляю. Осталось только сказать 3 волшебных татарских слова. Ашларыгыз, там лебулсын.